ты узбекским зрителям, это нашим узбекам. Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген, находясь в солнечном Мумбаи, принял участие в церемонии открытия кинофестиваля Шанхайской организации сотрудничества. Артист вместе с другими членами жюри сидел в первом ряду и бодро поднялся на сцену, когда его имя объявил ведущий. The next jury member, Mr. Dimash Kudaibergen, musical artist in the genre of pop, classical crossover folk and operatic pop music. Следующий член жюри – мистер Димаш Кудайберген из Казахстана. Pakistan, which is his homeland, China, Russia, with a fan base of over 120 countries. And last but not the least, from India, Mr. Всемирно известный певец, работающий в жанрах поп, классический кроссовер, народной музыки и оперы. Он широко известен в Восточной Европе и Азии, особенно в Казахстане, его родной стране, а также в Китае и России. Фанаты его творчества проживают более чем в 120 странах. На сцене Димашу и другим членам жюри торжественно надели роскошные шарфы, вручили памятные подарки и рассказали об их творчестве, сопроводив текст показом видеоматериалов на большом экране. Как вы помните, для Димаша подобные мероприятия не в новинку. Он принимал участие во многих церемониях высокого международного уровня и различных направлений – спорта, кино, моды, искусства и так далее. Но эта церемония открытия в Мумбаи прошла очень необычно. Создалось впечатление, будто мы смотрим хороший задорный индийский фильм с заводной музыкой, плясками и дружескими встречами. С той разницей, что происходило это не на экране, а вживую, и все присутствующие участвовали в празднике жизни. В заключительной части были исполнены хорошо знакомые хиты индийской киноклассики, до боли знакомые с детства по первым аккордам. Приятно было видеть радостные лица зрителей. Для всех, кто не успел посмотреть церемонию, мы оставили ссылку в описании видео. Жаль только, что снято мало видеоматериалов с изображением самого Димаша. Кроме основных видеооператоров церемонии, просто некому было снимать. Многие почитатели творчества Димаша наблюдали мероприятие и до последней секунды ждали, что вот-вот на сцене появится Димаш и даст жару, зажжет зал своими песнями, но артист, видимо, просто отдыхал душой и наслаждался индийской культурой. Друзья, но может же Димаш хоть когда-то отдохнуть и побыть зрителем? Все-таки у него впереди несколько дней напряженной работы на кинофестивале. Нужно будет не просто смотреть, а оценивать работу участников. Квалификации и образования у артиста для этого вполне достаточно. Согласитесь, все-таки Димаш переходит постепенно из выступающих на уровень члена жюри, и это правильно. Работа Димаша в международном кинофестивале – это большой опыт для будущего студента. Да-да, вы не забыли, друзья, что ему еще предстоит пройти годовую стажировку по специальности режиссура в ведущем высшем учебном заведении США – New York Film Academy. Итак, пожелаем Димашу плодотворной работы на фестивале, а нам новых видео и фото с ним. Димаш Кудайберген уже имеет высшее образование, но, несмотря на это, скоро вновь станет студентом. Он пройдет годовую стажировку по специальности режиссура в ведущем высшем учебном заведении США New York Film Academy. Ведь 28 декабря был опубликован список стипендиатов «Балашак». Решением республиканской комиссии стипендиями награждены 178 казахстанцев. Обладатели международных стипендий пройдут академическую учебу и стажировку в ведущих университетах и научных центрах 20 стран мира. В университетах США обучаются 93 человека, в Великобритании – 47.
Программа создана в 1993 году и направлена на подготовку кадров по специальностям, приоритетным для развития страны. Это была информация от Димаш Ньюс. Oh,